Печка Умка 100, Умка 100. Производство Ферингер. Топка выполнена из жиропрочной нержавеющей стали. АИС 430. Верхняя часть чугунная. С кружочком, который можно достать. Топить. Шиберок у нас идет здесь. Итак, начинаем растопку. Шибер в таком положении закрыт, открываем полностью. Открыт. Плотно укладываем сначала большие дрова. Вот так вот. Это сначала закладываются большие дрова. Прям на дно. Затем укладываем средние дровишечки. Ну, средних у нас мало. Как можно плотнее. И затем мелкие. Тоже, так как у нас сейчас мало дровишек, к вечеру подвезут еще. И щепочку. Щепки у нас тоже мало. Будем пытаться растопить газетками. Ну, я думаю, получится. Такие печки разжигают сверху. Как видите, у нее зольников нету никаких поддувал. Есть так называемое поддувало, подача воздуха, но воздух вот приходит вот сюда. И там еще внизу немножко приходит тоже воздух. Когда дрова сгорают, там специальный клапан стоит. Дрова опускаются ниже, открывается клапан, и подача воздуха еще вниз. Здесь также остается, а вниз еще добавляется. Когда дрова уже не совсем. И разжигаем. Ну вот, нашли немного картоночки. В общем, вот есть большая газетка, да? Берем ее прям. И вот так вот комкаем до вот такого комочка. И вот такие комочки сюда закладываем. Ну, это, конечно, маленький. Ну, попробуем с такого растопить. Картонка хуже горит. Она пропитана, будет загораться. Но попытаемся разжечь. Такой розжиг называется верхний розжиг. Мы бумажку ложим с самого-самого верха. Бумажка должна быть как можно плотнее скомкана, чтобы сфокусировать, так сказать, мощность огня, саму ее в точку, в одну точку. Бумажка должна быть скомкана плотно, чтобы сфокусировать мощность огня в одной точке. Тогда быстрее разожжется. Ну, туда как-то картонка попалась, не знаю, она пропитана. Бывает так, что картонка не загорается. Она загорается, но потом гасит.
Вопрос в этом. Чем она была склеена? Поэтому мы так, когда газетки, там 2-3 газетки снял и разжигаешь. А тут, ну, 4. А с картонкой не факт. Повозиться с картонкой придется. Как видно, я только поджег картонку. Не, картонка вроде бы пошла. Ничего. Держим чуть-чуть дверку. И прикрываем ее, оставляя всего где-то 2 сантиметра. Ну, чтобы она была прикрыта не полностью. Видите, несмотря на то, что заслонка закрыта, когда 2 сантиметра с дверки подается, сюда задымления никакого нету, а сразу тяга появляется. Так как там у нас стоит утепленный дымоход в сэндвич, тяга появляется очень быстро, моментально. Фактически, когда туда только горячий воздух подается, сразу же труба изнутри прогревается. Если бы стоял не сэндвич, она бы еще, может, подымила сюда. Вот, теперь прошло 3 минутки, и мы закрываем дверку. Плотно. На филингере можно с дверкой делать вот так, и он тогда закрывается. О. И открываем заслоночку на полную. Ну, как я говорил про картонку, она пропитана таким составом интересным. Вот, теперь печка разогрелась, разгорается. Вы видите желтые языки пламени. Это режим самого эффективного горения, когда желтый язык пламени. То есть подача воздуха та именно, которая нужна, и лишнее тепло не уходит в трубу. Ну и сами стенки печи не охлаждаются в таком режиме. Теперь, чтобы набралось тепло, мы ложим камушки сюда, сверху на печку. Ну, можно и чайник ставить. Ну и папки тут сверху на печку ложим камень. Ну, это Умка 100. Сейчас Умку 100 не делают, а делают Умку 150. Она в 1,5 раза побольше будет. Сама печка. Сама топка у нее побольше. И само стеклышко на печи раза в 1,5 больше. То есть обзор огня еще лучше. И отапливает она в 1,5 раза больше. А такие вот маленькие уже не делают. Но это принцип у них одинаковый. Одинаково растапливается. Принцип работы у них одинаковый. Так что смело берите Умку 150. Хоть она и стоит дорого, но, повторяю, она сделана из нержавейки, внутренняя часть. То есть топка сделана из нержавейки, из-за этого ее стоимость такая. А так, по цене она получается в 1,5 раза выше, чем из-за обычной жиропрочной стали. Ой, из обычной конструкционной стали. Ну, в общем, по цене она в 2 раза выше, по цене она в 1,5 раза выше, чем из обычной конструкционной стали. Но служить будет
как минимум в 2-3 раза дольше, чем из конструкционной, потому что конструкционки делаются из 3 миллиметровой, здесь сделаны из нержавейки 2-3 миллиметра. В зависимости от деталей, какие более нагреваемые, какие менее нагреваемые. Вот, с этой печки уже... Эта печка здесь... В общем, эта печка работает с 2009 года. Где-то приблизительно 1,5 месяца осенью и 1,5 месяца весной. Это получается по 3 месяца в год. Ну, каждую ночь фактически топится. И день тоже, если день здесь есть, кто на даче. Так как у меня отец живет здесь, данный период до отключения света. Вот, а на зиму эту печечку, в данном случае через несколько дней мы ее заберем. Отец, ну, снимет отец ее и заберет, поставит в надежное место, чтобы не украли. Вот, это так она начало горения. Сейчас разгорится еще чуть-чуть, 5-10 минут. И я покажу вам, как ставить в режим тления. В принципе, можно уже показать. Мы просто берем вот эту вот заслоночку, перекрываем, оставляю всего лишь 1 миллиметр. Тогда она будет гореть. Но будет более-менее интенсивное пламя. Вот его почти все сполохи пламени вот так вот уже будет выглядеть. Это уже режим длительного горения. И вот в таком режиме длительного горения, как говорит отец, на сосновых дровах оно всю ночь. Вот так вот тлеет. Это как бы режим батареи. Где-то градусов 80, наверное. Но если надо разогреть помещение, чтобы оно быстро набрало температуру, то мы его ставим не в режим тления, а наоборот. Вот как сейчас. Вот она. Вот так вот работает, такой вот у нас здесь дымоход. Дымоход. Здесь стоит тройник 135 градусов. Монтажная площадка. Вот она, как выглядит у нас монтажная площадка. Вот этой капельки ржавчины, это сварку тут варили, когда вот эти консоли, уголки. Растяжечки. На такой когда расстояние от консоли до
В верхней части дымохода больше 2 метров ставятся вот такие растяжки. Иначе сильно на ветру качается, сможет уронить дымоход. Это дымоход сэндвич. Утепленный. Вот что